Всем привет, это канал Workshop Customs. В сегодняшнем видео я начну устанавливать новые части на наш VTC-SEN от компании LCT. Итак, поехали! Начнем с приклада. Для того, чтобы снять приклад, нам необходимо выбить вот этот пин. Для этого удобно располагаем оружие и выбиваем вот этот пин. Примерно таким образом все это выбивается. Так, теперь ставим новый приклад, центруем. И устанавливаем наш приклад. Значит, смотрите, главный минус этого приклада в том, что он никак не фиксируется в сложном положении. В принципе, достаточно сильно люфтит. Но, когда мы его складываем, а складывается он достаточно жестко, люфт пропадает полностью. То есть, так же как оригинальный приклад, он не двигается. Ну и как я говорил в прошлых обзорах, есть антабочка для левши, для правши. Перевешиваем и пользуемся. Я левша, поэтому я ее оставлю с левой стороны. Теперь установим вот этот бочонок. Отложим все лишнее. Возьмем бочонок, расслабим винт, который фиксирует его на рукоятке затвора. Устанавливаем на затвор. И закручиваем винт до конца. Все, я затянул. Он, в принципе, стоит даже, в принципе, немного ровно. То есть небольшое отклонение, но он не люфтит. Люфтит только сам затвор. Рукоятка держится хорошо. Так. Теперь нам остается установить только цевья. Для этого нам необходимо снять газовую трубку. Подвинуть вот эту часть. Что-то не хочет отдаваться. О, поддался. Снимаем старый приклад. И тут начинаются танцы с бубном. У меня будет танец в том, что этот цевья я изначально покупал для АК. У VTC-SEN в этом месте небольшое исключение от другой серии АК. Здесь небольшая проставка от магазина приемника, и, соответственно, здесь место немного уже. Поэтому нужно будет его немного дорабатывать. Я тут начал немного. Нужно еще, чтобы он идеально сюда сел. Мне все-таки удалось поставить это цевье. Встало не совсем так, как я хотел, но лучше не получится. Мне не нравится, что вот здесь вот образуется щель. Вот она. Но в целом держится хорошо. То есть люфтов нету. Держится крепко. И вот эта щель тоже присутствует между колодкой и непосредственно цевьем. Лучше не получится, поэтому оставим как есть. Теперь я хочу поставить вот эту штучку. Эта штучка нужна для того, чтобы более удобно
и быстро переключать режимы огня. То есть ставится она вот в это положение, и одним пальцем можно двигать непосредственно переводчик огня. Установил я клавишу на переводчик огня. Выглядит она вот так. Переводчик работает следующим образом. То есть одним пальцем можно переключить огонь. И обратно. Также можно большим. Существует множество таких клавиш, которые позволяют более быстро и более удобно переключать огонь. Но вот эта мне именно показалась более удачная. Я ее нашел, и мне ее сделали. Теперь начнем прокраску. Я уже немного начал, поэтому не обращайте внимания. Красить я буду в 3 цвета. В черный, в темно-серый и посветлее. Краски у меня Montana и Montana Black и MNT 94. Так, отложим их. Так, трафареты, которые я буду использовать, компания Landscape. Я уже здесь нарезал, поэтому не нужно будет на это тратить время. Прокрашивать я буду с 2 сторон, соответственно, по 3 слоя. То есть красим, высыхает, красим, высыхает, красим, высыхает. Далее нанесем трафареты и негативом по отношению к основному цвету будем наносить второй цвет поверх. Тоже где-то 3 слоя. Потом уже будем снимать, поэтому чуть дальше будет видно, что у нас получится. Теперь переворачиваем оружие и делаем то же самое. Так, мы прокрасили наш привод, он полностью высох, просох, поэтому теперь можно смело наносить трафареты. Давайте начнем с маленьких, потом будем наносить большие. Что у нас тут есть? Так. Таким образом у нас получился ДТК. Где-то я вставил внутренние части, где-то оставил пустое. Поэтому можно откладывать и также по аналогии проклеиваем все остальное. Теперь давайте сделаем рукоятку.
у нас получилась вот такая работа. Конечно, немного светлее, чем я предполагал. Ну, в принципе, тоже сойдет. Обратите внимание, что каждый раз, когда я наношу трафареты, я каждый раз забываю какие-то детальки отклеить. Поэтому лучше 20 раз пробегитесь. Вот видите, уже вторая. Чтобы потом это все не отдирать. Потому что следующий этап — это покрытие лака защитного. Очень будет неприятно, если вы забудете что-то отклеить. Третий забыл. Четвертый забыл. А ты, походу, дела забыл. Нет, все нормально. Они просто такие темные, что очень тяжело их заметить. Так, ну вроде все. Теперь повторяем ту же самую процедуру, только с магазинами. И будем покрывать защитным лаком. Магазин у нас раз, два, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 и туда спарка. Вроде все, ничего не забыл. Я также заготовил уже нарезки трафарета под это все. Возможно, не хватит, если еще нарезать. Ну, не суть. Так, смотрите, подготовка, да. Как я заметил, у всех магазинов главный косяк заключается в том, что вот эти части, металлические донцы, ограничители, они очень острые довольно-таки. То есть есть места, за которые можно поцарапаться. Поэтому сначала проходим наждачкой либо каким-нибудь напильником, ну и после этого будем, соответственно, покрывать краской, обезжиривать сначала, потом покрывать краской, потом трафареты, инверсия на базовый слой краски, ну и будем снимать трафареты и покрывать защитным лаком уже все вместе. Магазины и непосредственно сам автомат.
Кстати, пластик странный, так как обычный ацетон почему-то растворяется. Смотрите.
вот получается вот в таком виде. Рисунок проклевывается, виден, останется только сделать все остальные магазины по аналогии, ну и соответственно покрыть защитным лаком. Привод подсох, теперь остается только покрыть защитным лаком. Защитный лак используем NT94, можно монтановский, желательно для металла. Рукоятку пластиковой части я уже прокрасил лаком, поэтому останется только металл. Таким образом мы покрываем где-то 2-3 раза, ну и соответственно даем подсыхать где-то на сутки. Все это можно использовать. С магазинами все то же самое. Ждем полного высыхания. Также покрываем защитным лаком 2-3 раза. Итак, 2-3 раза. Я наконец-то закончил с покраской моего привода, моего VTCSN от компании LCT. Поставил новый приклад, установил новый переключатель, ручку затвора, приклад наконец-то. Вот. Единственное, то, что я говорил, здесь вот образуется щель, она должна быть, точнее, это тот момент, с которым приходится мириться при установке боевого на небоевой. В целом получилось хорошо, то есть, конечно, могло быть и лучше, но тут уж как есть. С этой стороны даже контрастнее получилось. Вот как-то так. Магазины я также перекрасил, у меня комплект из 12 штук. Спарку я также покрасил, и вот главная фишка, которую я сделал, как на боевом. То есть я сделал вот эти отверстия, потому что на боевом они есть. Не знаю, зачем они, но тем не менее. Скорее всего, для уменьшения веса. Вот таким образом это выглядит. Давайте поставим все остальное. Ремень. Ремень у меня на быстросъемной антапке. Одноточечный долг М3. Здесь все просто. Все стоит. Так, теперь поставим рукоятку. Ну и, соответственно, наш прицел. Ну, примерно в таком виде с ним можно уже идти в бой. Единственное, остается только фонарь. Но тут я буду его ставить либо вот сюда, либо, соответственно, через переходник ласточкин хвост. Давайте я вам покажу, как это происходит, если использовать ласточкин хвост.
Мне, честно, этот вариант не очень нравится. Слишком громоздко, но, в принципе, это возможно. Оттягиваем винт. Соответственно, вот таким вот образом. Его можно использовать. Видите, получается, габариты увеличиваются. Мне это, честно, не очень нравится, так как я у себя беру именно для CQB. Именно по этой причине я установил именно такой приклад, чтобы в шлеме можно было использовать этот привод. Вот. Так что как-то так. Либо второй вариант установки фонаря. Раскрутим немного. Это непосредственно сбоку. Вот таким вот образом. Тоже, в принципе, удобно. Конечно, в боковой проекции он увеличивает объемы. Но, в принципе, если вот так вот к телу и повесить с этой стороны, то это не очень будет мешать. То же самое. Ну и третий вариант. Это непосредственно под. Давайте рассмотрим и этот вариант. Жив, здоров. Зенит. Попытка номер 2. На этот раз должно получиться. Вот так вот. В принципе, тоже неплохо. Единственный минус то, что очень мало места для ухвата за рукоять. То есть очень тесно. А если будет еще перчатка, она вообще сюда не влезет. А рукоятка, насколько я понимаю, стоит уже на последнем. Максимально в эту сторону. Хотя, в принципе, можно даже еще на одну ее сместить. Давайте тоже попробуем, если у нас получится. Да, есть место. Вот, в принципе, не так уже тесно. Даже если перчатки, место будет. В принципе, вот, я думаю, оптимальный вообще вариант для использования именно с этим фонарем. Классно. Рельсы тогда я установлю потом. Давайте я вам покажу, как это вообще выглядит. Вот примерно таким вот образом. Соответственно, лишнее обрезается слева-справа, чтобы не царапать одежду, руки. Примерно вот таким вот образом. Фу, все, на этом моя эпопея с Витязем подходит к концу. Надеюсь, я вам рассказал максимально подробно о том, что это, как это собрать, что можно использовать, да, что можно навесить на него, с чем он состоит, его отличия, особенности. Если вам понравилось это видео и цикл этих видеороликов о данном пистолете-пулемете, ставьте обязательно лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!